Всем привет подписчикам нашего прекрасного YouTube-канала. У нас продолжается медиа-день на буткемпе команды Na'Vi по Dota 2. Рядом со мной Витя, генерал. Привет. Здорово. Давай немножко поболтаем с тобой о жизни, обо всем. В первую очередь, добро пожаловать обратно в Na'Vi. Как тебе наш новый буткемп? Буткемп прикольный. Мне, если честно, прошлый больше нравился домик. Но в этом тоже есть свои плюсы. Здесь, там было слишком просторно, наверное. Тут более уютно. Да, тот дом был, правда, классный. Да, и, в целом все а так здесь ближе к центру, в этом удобнее. Там далеко было добираться, да. Много ли изменилось с тех пор, как ты был последний раз в Na'Vi? Что ты чувствовал, когда вновь надел эту форму? Вообще, в принципе, была ли какая-то ностальгия или какие-то особенные ощущения? Чувства приятные, но в то же время я бы не сказал, что это что-то такое, что вот вернулось из прошлого. Это все по-другому. Мы все-таки отдельная команда с нашим менеджером, с нашим микроклиматом, можно сказать. У нас была готовая команда, и нас просто подписала, на тестовый период подписала организация. Вот. Я всегда рад быть в форме Na'Vi. Я думаю, всем фанатам тоже приятно тебя вновь не видеть. Давай поговорим о том, что было после последнего твоего пребывания в Na'Vi, предыдущего, если быть точнее. Ты ушел в Одиум, там у вас все смутно происходило, эта история, да, которая запомнилась многим. Расскажи немножко подробнее, что не получилось в команде-то с таким названием, с таким стаком? Название — это Клилу. Он очень хотел это название. Ну, звучит пафосно. А вы знаете, что в переводе, да? Это? Вместе? Ненависть или ненависть? Да. Ну, что-то такое. Что-то такое. Вот мы были против, но неважно. В общем, в Одиум... у нас были неопытные игроки. Некоторые. Да и как-то... Я пересел на мид. Внутренние ощущения были, что я как бы оффлейнер тир 1-1,5 уровня. Тут я сажусь в мид и понимаю, что я даже не близко тир 1,5, там 1. Я понимал, что я не доигрываю, подвожу команду. Не идет. Не идет. Вот. И я был инициатором того, чтобы мы разошлись, наверное. Я так посчитал, что каждому будет лучше. Не знаю, эгоистично нет, но я не видел будущего в этой команде, поэтому заинициировал расход. Что происходило потом? Ты объявлял о том, что нет завершения карьеры, об неком инактиве. Что происходило с тобой вот дальше после Одиума, в принципе, в момент, как кажется, кризиса? Это было просто нежелание играть в Доту? Расскажи немножко. Да, возможно, был какой-то кризис, так сказать, да. У меня не сильно было желание играть в Доту. Я хотел заняться чем-то другим. Может, просто нужен был мне перерыв. Я его как бы сделал. Какими делами занимался? Да, в реал-лайфе что-то занимался. Вот стримить я немножко постримил. Потом другими делами занимался. Это не надо всем знать, какими. Интересно. Так, чисто... Когда так говорят, это означает, что там самое интересное. Ты мне скажешь, да? А думал в какую-то другую дисциплину идти? Нет, не думал. Я ни в коем случае не думал дисциплину другую. Да просто отдых. Я не знаю, иногда подходишь к определенному моменту и как будто вот нужен перерыв. А что потом случилось, что ты решил вернуться в Доту? Вот родилось вновь желание у тебя такое? Да, родилось спустя где-то, наверное, полгода или даже год. Я как бы игры смотрел, турики, и постоянно меня не покидало чувство, что люди плохо играют. Я понимал, что я уже не играю типа полгода-год на соревновательной, и смотрю, как люди что делают, а они еще хуже играют, чем я играл тогда. И я понимал, что я могу усилить любую команду практически. У меня есть такое иногда внутреннее чувство, которому я доверяю. Интуиция, да, что ты пригодишься? Да, и у меня вот оно говорило, что вот ты, типа, ты лучше, ты можешь усилить, типа, любую команду. Да и как-то уже была нехватка вот этого соревновательного чего-то. Хотелось посоревноваться, не хватало ланов, буткичей. Я все-таки человек, который любит там спорт, соревнования, быть лучше, там, меряться силой, что-то такое. То есть киберспортсмен — это не только о любви к доте, а еще и вот все эти факторы и все те истории, которые ты только что перечислил. Тяжело ли было вообще в форму входить? Или ты, то есть ты играл, наверное? Форму? Да, думаю, тяжело.
Да, я много играл. Я вот даже когда вот роль поменял, я где-то полгода каждый день по 10 игр играл. И еще чувствовал, что и так не хватает. Ну а так, ну где-то год нужен, да. Спамил пабы. Так что лучше, да, из нее не выходить, потому что слишком что-то долго возвращаться. Не, я считаю, мне плюсы дало свои, то, что я уходил. Я по-другому начал смотреть на доту, начал... Вот, а можешь немножко подробнее, потому что именно, на что именно ты начал Да как-то по-другому смотришь на доту. Тогда, когда ты просто каждый день играешь, у тебя нет времени посмотреть сбоку на игру. Нет времени посмотреть, как другие мыслят, что они делают, как это происходит. А когда ты от этого отошел, то больше видно. Угу. В плюс иногда идет вот эта пауза, я так считаю. Ну и вот ты вернулся, в начале 2020 года ты присоединился к ФТМ. Какие были планы на команду вообще? И как ты пришел к ребятам, как вы вообще воссоединились? Расскажи о начале. Планы были никакие. Так, чисто пошпилить. Я, честно, не хотел идти в ФТМ. Не знаю, сколько раз отказался. Наверное, 5. Меня Флай уговаривал. Ну, как уговаривал? Не так прям, что уговаривал. Ну, то есть он меня позвал раз, я говорю, да не, сорян. Потом он через 3 дня пишет опять, говорю, сорян, я типа пабы. Ну, он так несколько раз мне написал. Ну, и потом думаю, да блин, вроде игроки хорошие, да и, ну, чё, ждать не. Да я типа думал, что меня может лучше команда заинвайтить. Я думал, что они, может, несерьезно относятся. Думаю, да ладно, типа, я приму инвайт, и там уже будем смотреть, как они относятся, как что. Ну, в принципе, контрактов нет, ничего, я могу в любой момент уйти. Как на деле оказалось? Серьезно относились? На деле оказалось, что... Ну как, поначалу было сложно. Ну, всегда, наверное, поначалу сложно. Но всплывает сразу только говно, как кто-то говорил. Так, и я понимал, что есть потенциал, какой-то потенциал есть. Когда пришел Алоха, да блин, у нас много стадий было в этой команде, я уже не понял. Мы Сайлента тестили, Сайлент тогда мало играл. Я понял, что из четверок у нас был молодой, это Illusion, вот Illusion. И сложно было с ним, потому что мы сами такие, ну как сказать, не хватало нам какого-то капитанского, что ли, ну, человека, который уже с опытом, который может колить, который знает многие мувы. Он неплохо играл, просто опыта вообще не было. Ему там, не знаю, 17-18 лет. Мы не могли ему в этот момент дать то, что нужно. Он нам не подходил. И дальше мы с Семеном играли, по-моему. Мы прошли отборы на Весг, поняли, что что-то мы можем, выиграли в Нави с заменами. Вот. И дальше был Алоха. Ты так знаешь, это как будто отдельная глава, да, дальше был Алоха. Да. И что там? Это отдельная глава. С Алохой я тоже, если честно, сразу... Я говорил команде, типа, вы уверены, что Алоха, ну, как бы, человек... Ну, я знаю, какой он человек, все знают, какой он человек, да, там, стримы, рофлы, вот, в таком плане неответственность, там, ну, там, любит погулять, в таком. Говорят, что он, типа, очень заряженный, мотивирован, и, типа, он сейчас круто играет. Начали играть с Алохой, сначала в TeamSpeak была куча фона, куча идей, куча всего, но мы понимали, что что-то туда вырисовывается потихоньку. И вот мы пришли к нашему Fly to Moon, который продержался где-то месяца 5. Ну, и даже что-то мы там позанимали, как-то мы что-то обсуждали, хотели расходиться, сходиться. Классика Много всего СНГ. было. Много всего было, но мы все это пережили, прошли через это. Я тоже много раз задавал вопрос, зачем я здесь играю, что я делаю. Когда Алоха, допустим, просыпается за 5 минут до официалки, думаю, блин, ну как можно? Специально телефон вырубает, специально говорит в лобби, ну там в лобби, когда заходишь в игру, говорят, за 5 минут будет лобби или штраф, или там пенальти. Он говорит, типа, я не буду заходить до начала игры. И он специально заходил 59 минут. И говорил, что я не зайду раньше. Ну, типа, разные истории были, но... Ну, все ведет к тому, когда Роджер пришел в коллектив, и состоялось вот то, что состоялось сейчас. Да. Правильно я понимаю? То есть, как ты оцениваешь ваш состав сейчас, и чувствуешь ли ты уже какую-то стабильность, что ничего там, менять не нужно? То есть, какой-то... Стабильность против тир-2 команд, я чувствую. То есть чувствуется, что мы не тир-1, но не тир-2. То есть мы что-то между, мы тир-1,5. В общем, игры против тир-2 нам даются довольно просто, хотя не всегда, но да, зачастую просто. А против тир-1 сложно они даются. Типа вот мы играли там Liquid, OG, ну Secret не считаем, это все понятно. Ну Liquid, OG, Альянс, вот эти команды, против них нам сложно играть. Но как бы мы с каждым разом все ближе и ближе к
тир-1. Как думаешь, над чем нужно сейчас работать? В чем, что мешает вам достичь этого тир-1? Много ошибаемся. То есть мы не самого высокого тира игроки, скорее всего. То есть просто надо много практиковаться и привыкать к сильным командам. Да, там это так, на словах звучит, типа тир-1, тир-1,5, тир-2, а на самом деле там пропасть между тир-1 и тир-2. Там просто огромная разница, и потихоньку-потихоньку ты ее нарабатываешь, и в итоге, ну, заполняешь этот пробел, и выходишь как бы к тир-1. У вас был небольшой скандал, ну не то чтобы скандал, но вы возмущались очень сильно, когда турнирные операторы не звали вас на некие турниры, а звали вместо вас какие-то команды с организацией, так скажем. Как ты думаешь, сейчас обстоят дела? И вообще опиши, насколько это все было для вас болезненно, и считаешь ли ты, что действительно турнирные операторы скорее посмотрят на команду с каким-то громким тегом, нежели на стак ребят, которые играют без организации? Ну, результаты у нас были лучше, чем у всех тегов, которые там были. Но проблема в том, что, да, мы не были организацией, и, типа, турнирным операторам важно, чтобы их не подвели команды, которых они заинвайтили. То есть нет такого, что они не перейдут на матч, что они не выполнят какие-то условия, что что-то они там исполнят. Нет уверенности? Посреди турнира распадутся, да. То есть, но на самом деле мы как бы были серьезно настроены, и мы никогда не подводили операторов турнирных. Так что не было повода для того, чтобы нас не звать. Кто эти люди? Проходите, ребята, проходите. Ваша очередь. По результатам нас точно могли звать, вот, но только не хватало организации. Давай немножко о насущных проблемах Dota 2 поговорим, о том, как пандемия, ну, действительно сильно ударила по всему киберспорту и Доте в частности. Чего мы ожидаем в следующее ближайшее время? Какие турниры и какие изменения как ты бы ввел на месте Valve в киберспортивную составляющую Доты в режимах пандемии? Да, просто хочется ДПЦ сезон, наверное. Ну, то есть турниры, которые... Понял? Хотелось бы турниров, которые влияют, то есть, ну, ДПЦ-очки, не ДПЦ, не знаю, ну, чтобы не просто так было, что один турнир и все. Он прошел, ты там занял какое-то место и дальше. Чтобы они как бы... Ты собирал очки для чего-то большего. Вот, этого не хватает. А так меня все устраивает. Да, я не думаю, что уровень игры как-то сильно просел. Наоборот, я думаю, что команды в зоне комфорта по домам играют. Каждый игрок выдает из этого, ну, близкий к максимуму. Да? Да. Видишь, ну, окей, у всех такое разное мнение на этот счет. Да, у всех разное мнение, но вот почему-то мне кажется, что на ланах люди, я не говорю про тир-1, но вот которые похуже, которые не занимают первые места, те хуже на ланах играют. И на ланах у них легче выиграть, чем, допустим, в онлайне. В онлайне многие игроки, типа, они сидят дома и чувствуют себя комфортно, они выдадут свой максимум, обычный. А на лане они могут переживать лишний раз, им будет неудобно. Да, там локоть, рука не там, мышка. Публика, да, сцена. Ну, публика, наверное, в последнюю очередь. Тут больше настройки компьютера, место. Ну, вообще, в целом, я не знаю, настройки даже Windows, там какие-то, иногда бывают какие-то сложности. Настройка звука даже. Если ты по-другому звучит игра, уже тяжелее играть. Ну, на этот счет я так считаю. Хорошо, спасибо тебе большое. Пару слов фанатам, если есть такое желание обратиться к ним, можешь это сделать сейчас. Спасибо фанатам. Спасибо, спасибо, ребята, что посмотрели это видео. Лайк, подписка, пишите комментарии. Спасибо большое за просмотр и всем пока. Пока.